Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте я остановлюсь на самых главных моментах при лечении кальцивероза кошек. Кальцивероз кошек – это распространенное заболевание. Им переболевают практически все невакцинированные кошки. Кальцивероз может протекать в острой или хронической формах, но чаще всего он протекает в острой форме, и его симптомы ярко выражены. У кошки, больной кальциверозом, изо рта появляется гнилостный запах, пропадает интерес к еде, она становится вялой и апатичной, из носа текут сопли, которые сначала прозрачные, а потом, спустя некоторое время, эти истечения становятся мутными с примесью гноя и плохим запахом. У больной кошки начинают течь глаза. Сначала это прозрачные выделения, которые впоследствии мутнеют. Симптомов кальцивероза достаточно много. Во многом они зависят от штамма вируса. Но классические симптомы кальцивероза – это наличие язв в ротовой полости и на носу. Язвы очень болезненны. Из-за них кошки отказываются от еды и воды. Причем очень часто язвы могут быть не только в ротовой полости, они также могут быть и на слизистой гортани, пищевода. Понятно, что в такой ситуации кошки не до еды. Что делать, если у кошки такие симптомы? Понятно, что перво-наперво надо подтвердить диагноз, что это кальцивероз. Наиболее надежный метод диагностики – это ПЦР, то есть полимеразно-цепная реакция. Не всегда, правда, есть возможность поставить диагноз при помощи этого метода. Но если у кошки наряду с соплями и гнойными выделениями из глаз наблюдаются множественные язвы в ротовой полости, то практически со стопроцентной уверенностью можно говорить, что это все-таки кальцивероз. Кстати, кальцивероз очень часто сравнивают с человеческим гриппом. Эти заболевания действительно имеют очень много сходств. А раз так, то и подходы что к лечению гриппа у людей, что к лечению кальцивероза у кошек очень похожи. Я не случайно вспомнил о человеческом гриппе. Я думаю, что каждый, кто смотрит это видео, хоть раз в жизни болел гриппом. И лечился, или сам, или пользовался услугами врача. Причем я уверен, что большинство зрителей этого видео лечились сами. Что самое важное при лечении гриппа? Правильно, это симптоматическое лечение. То есть устраняем симптомы. Если есть температура, то сбиваем температуру. Есть кашель, то сбиваем кашель. Если есть сопли, то применяем капли в нос. При истечении из глаз применяем глазные капли. Проводя симптоматическое лечение, параллельно повышаем защитные силы организма. С этой целью принимаем витамины и другие повышающие иммунитет препараты. Ну и классика жанра: при простудных заболеваниях необходимо употреблять как можно больше жидкости. Жидкость необходима для того, чтобы вирус, который циркулирует в организме, выходил с мочой. Еще раз напомню, что и кальцивероз кошек, и грипп у людей – это вирусное заболевание. И что их лечение, схема лечения где-то похожа. Даже кошкам с кальциверозом повезло больше, чем человеку с гриппом. Потому что при лечении кальцивероза кошек наряду с симптоматическим лечением существует еще и специфическое лечение. Для лечения кальцивероза кошек еще есть сыворотки. Это витофел и глобфел. Эти препараты содержат антитела к вирусу кальцивероза. Это бета и гамма-глобулины. И витофел, и глобфел оказывают хороший эффект в начальной стадии заболевания, когда еще вирус не распространился по всем органам и тканям организма. Происходит так называемая реакция нейтрализации. При этом глобулины сыворотки связываются с вирусом кальцивероза и не дают ему возможности дальше распространяться по всему организму. И если с применением глобулинов опоздали, то есть после возникновения заболеваний прошло более 3 дней, то тогда остается только симптоматическое лечение, о котором я сказал выше. При необходимости также применяются и антибиотики. Особенно антибиотики показаны при наличии язв. Дело в том, что если есть язвы, то они рано или поздно обсеменяются бактериальной флорой. Следует помнить, что самое главное при лечении кальцивероза кошек. Это не выбор препаратов. Выбор препаратов – это несложная задача для любого ветеринарного врача. Да, в принципе, в аптечке любого владельца кошек есть практически все необходимое для лечения кальцивероза.
Ну, у какого владельца в домашней аптечке нет какого-либо антибиотика, капель в нос или какого-то антисептика, будь то фурацилин, хлоргексидин или мирамистин? Это стандартный набор препаратов для лечения простудных заболеваний, в том числе и гриппа. И они, как правило, есть в любой домашней аптечке. Что касается витофела или глобфела, то сейчас это тоже не проблема. Эти препараты можно купить в любой ветеринарной аптеке. Сразу же возникает вопрос. Так а что же тогда самое важное при лечении кошек, больных калициверозом? На мой взгляд, самое важное при лечении калицивероза кошек — это обеспечить кошку питанием и чтобы она потребляла воду. Как на мой взгляд, эти два момента и есть самые важные и самые сложные в их реализации. Но именно от них и зависит успех лечения. Нельзя допускать, чтобы кошка длительно голодала и чтобы ее организм обезвоживался. Поэтому при калициверозе надо обеспечить кошку самой вкусной для нее едой. Корм должен быть влажным, вкусным, ярко выраженным и высококалорийным. То есть в этот момент вы должны давать кошке самое вкусное. Вы должны давать кошке такой корм, чтобы, грубо говоря, кошка давилась от боли, но пыталась съесть эти вкусности. Очень хорошо в этом случае подходят всевозможные паштеты. При этом отношение владельца к кошке должно быть максимально ласковым. Кошка должна понимать, что вы о ней заботитесь и что вы ей хотите всячески помочь. Даже не знаю, как это сказать, но кошки очень понимают такое отношение. Любая грубость или насилие оттолкнет кошку от вас, и эффективность лечения снизится. Воду можно заливать кошке в рот при помощи шприца без иглы. Можно вливать не просто воду, а отвар из ромашки. Он снимает воспаление, а также стимулирует работу почек по выводу токсинов из организма. Проводимое лечение зависит от тяжести протекания заболевания. Бывает так, что то, что я сейчас порекомендовал, сразу помогает. А бывает, что процесс протекает более тяжело, и тогда необходимо делать инъекции или ставить капельницы. Самолечением заниматься все же не стоит. Лучше показаться в ветклинику, чтобы процесс лечения проходил под контролем у ветеринарного врача. Причем не обязательно лечение проводить в самой ветклинике. Мало того, что в ветклинике будет это стоить дорого, так это будет еще и более стрессово для кошки. В домашних условиях кошки более легко переносят заболевания, потому что испытывают меньший стресс. Поэтому, если вдруг возникнет такая ситуация, что кошке надо будет ставить капельницы, а это наиболее действенный подход к лечению калицивероза, то вам обязательно необходимо посетить ветклинику. В ветклинике вашей кошке скорректируют лечение с учетом симптоматики, поставят внутривенный катетер, и вы уже дома без всякого труда будете подсоединять систему с необходимыми лекарствами к внутривенному катетеру. Продолжительность курса лечения зависит от тяжести симптомов. Обычно это 2-3 недели. Что касается количества капельниц, то тут тоже по-разному бывает. Иногда и 2 или 3 капельниц достаточно. Сразу скажу, что инфузионное введение препаратов оказывает наилучший эффект. Но это вовсе не значит, что вы сразу же при возникновении симптомов калицивероза должны ставить своего кота на капельницу. Все зависит от показаний. Если у кошки хороший иммунитет и у нее хорошая физическая форма, то заболевание может вообще протекать в очень легкой, практически незаметной форме. И вам надо будет только обеспечить кошке максимально питательный и легко усвояемый рацион. А также обеспечить кошке соответствующую гигиену и уход. То есть регулярно обрабатывать ротовую полость кошки антисептическими растворами, промывать носовые ходы и обрабатывать глаза, чтобы избежать дальнейшего развития конъюнктивита. По-разному бывает. Об основных моментах лечения калицивероза схематично я вам рассказал. А чтобы не запоминать схему лечения, необходимо вовремя вакцинировать кошек, и тогда они не будут болеть калициверозом. А пока на этом все. Здоровья вам и вашим кошкам. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!